Ребят, всем привет! Сегодня такой будет нестандартный формат. Хочу разобрать несколько с вами основных вопросов по арбитражу трафика, рассказать свой опыт в арбитраже трафика. Также перед началом ролика я хочу порекомендовать вам подписаться на телеграм-канал и посетить сайт Spy-Lenta. Ссылочки будут ниже под видеороликом. Там мой знакомый Андрей Тефтелько рассказывает про арбитраж трафика и, в принципе, много у него полезного контента. Подпишитесь, там много полезной информации. Итак, начинаем. Сейчас я вам все расскажу лично про себя, и также мы затронем несколько вопросов по арбитражу трафика, про инструменты, про связки, связка это на оффер, связка на аккаунт с запуском. Первое, как вы знаете, ребят, я Артем Абросимов, являюсь админом магазина FuboStore. Ниже под данным видеороликом будет скидочный купон на любую категорию аккаунтов, ниже под роликом. Там много разных бонусов будут, смотрите. Также будет ссылка на наш магазин. Следующее. Первый вопрос. Я вам сейчас их озвучу. Сколько будет всего вопросов? Первое. $1000 в арбитраже трафика. Расскажу лично свой опыт. Следующее. Это клака в арбитраже трафика. То есть для ребят, кто, наверное, меня смотрит, есть успешные арбитражники, есть новички, кто только начинает, разберу. Соответственно, для всех такой будет обширный видеоролик. Поддержите, пожалуйста, его лайком. Напишите хороший комментарий и просто порекомендуйте знакомым. Я специально стараюсь для вас. Это идет клака, потом идет связка, то есть связка на оффер, как ее искать, какие партнерки есть проверенные. Потом идет связка на запуск с аккаунтом, прокси, антидетектом, картом и прочее. То есть как все это правильно сделать. Следующее, это у нас идет поиск SCREO, и далее еще расскажу про аккаунты. Давайте начнем, наверное, с первого. Первое $1000 на арбитраже трафика. Устраивайтесь, ребят, поудобней. Сейчас буду все рассказывать, объяснять вам, и мы начинаем. Первое $1000 на арбитраже трафика. Расскажу свой опыт. Я, как вы многие знаете, являлся еще прямым риклом. Помимо офферов, которые сливали на партнерку, я еще лил на себя. Лил по СНГ полностью, но сейчас я уже достаточно давно в арбитраже трафика. Расскажу, это опыт в арбитраже. Партнерку я использовал еще достаточно давно, М1. Лили, как помню, сейчас Казахстан, это Нутру, похудение. Был менеджер у меня Максим, как сейчас вот помню, и он мне порекомендовал, говорит: Артем, залей на Казахстан, залей Нутру на похудение, кето. Там была такая Нутра, мы ее заливали, она сейчас партнер как есть. И, соответственно, мы ее заливали, запускали рекламу. На тот момент у меня был лично мой один аккаунт, и также у меня был аккаунт у знакомого. Зовут знакомого Дмитрий. И вот он успешно заливал тоже рекламу. Вот он лил Adult, я лил Нутру. Следующее. Отлили Нутру, отлили мы 500 лидов. С этих 500 лидов у нас опрувнулась половина, то есть опрув на тот момент по Казахстану был 50%. С 500 лидов у нас опрувнулось 250 лидов. Там где-то был трэш, где-то еще что-то было. Отчисления за лид на тот момент были не сильно большие. В итоге у меня в оконцовке получилось лидов в Дели 1000 на $1000 я отлил лидов в Дели. Ну, такой опыт у меня был в арбитраже трафика. На тот момент я использовал клаку, это Imclo, ребят, кто-то их знает, кто-то не знает. Сейчас у меня своя самописная клака, там ребята знакомые написали, использую ее. И вот такой опыт у меня в арбитраже был, как я отлил. Вайты использовал разные, это тестил, где-то Facebook сносил, где-то не сносил. Вайты использовал не под гео, то есть не под гео, там были разные вайты, были на любом языке, это сейчас лучше использовать под гео. Но на тот момент я использовал не под гео вайты. Под гео что это значит? Это значит, чтобы и текст был под геоаккаунт. Например, льете на Индию, у вас на байте должен быть индийский текст, индийские там символы и тому подобное. В тот момент я лил на Казахстан, использовал английский вайт. Вот как-то так про мой опыт арбитражей, про мою первую $1000 на арбитраже трафика. Партнерка М1 была на тот момент. Аппрув был более-менее хороший, отчисления на тот момент были нормальными. И, соответственно, было полегче, как сейчас. Но сейчас тоже можно заливать, самое главное знать подход. Следующее, это перейдем к клаке. Ребят, что такое клака в арбитраже трафика? Много вопросов, ну, новички, я думаю, это знают, не знают наоборот, а арбитражники толковые это знают. Сейчас объясню для новичков.
Ребята, которые с опытом, набирайтесь терпения, буду разъяснять, чтобы новичкам, ребятам, кто сейчас только заходит в нишу арбитраж трафика, тоже было это все понятно. Первое, что такое Клака? Клака – это, соответственно, сайт, либо же это идет какой-то бот. Ну, в общем, смысл у них один и тот же. Сейчас постараюсь рассказать, у меня тут есть две ручки, я вам сейчас на примере объясню двух ручек. Вот, предположим, это ваш сайт, то есть ваш идет сайт, где вы льете нутру. Далее у вас идет ваш белый сайт, то есть ваш белый сайт – это, к примеру, сайт, где вы продаете, ну, предположим, какой-то аксессуар, там новогодние шары. Это ваш идет white. Соответственно, вы льете на Италию, у вас идет итальянский сайт, то есть итальянский сайт по нутре. И, соответственно, у вас идет белый итальянский white по продаже вот таких, к примеру, шаров. И Клака – это посредник, который подменяет ваши сайты, делает подмену. Вот вы запускаетесь, к примеру, на нутру, у вас один сайт. И если вы этот сайт напрямую запуститесь, соответственно, у вас не получится запуститься. Боты это просекают, и, соответственно, не будет такая реклама показываться. Но есть Клака, она накрывает поверх этот сайт, ну, предположим, так она его накрывает, и тем самым проходит этот сайт проверку. Боты попадают на тот белый сайт, на сайт, к примеру, вот таких игрушек, а реальные пользователи, которые там хотят, к примеру, похудеть, они попадают на тот сайт, на который им нужно попасть, и нужно заказать этот товар. Плюс Клаки том, то, что она отсеивает ботов, и она не дает им попасть на основной сайт, который вы будете лить внутрь, адалт, либо еще что-то подобное. Вот, соответственно, плюс Клаки. То есть она действует таким посредником между вашего основного сайта, куда вы будете запускать рекламу, и между вашего вайта. То есть вайт накладывается, это белый сайт, поверх основного, ну, предположим, вот так он поверх накладывается, и вы, соответственно, тем самым заливаете вашу нутру, либо какие-то другие там афера. Вот, собственно, что это Клака. Это такой посредник между основным вашим сайтом и также вайтом. Она, то есть, клачет, подменяет, фильтрует разные потоки, разные скрипты. Ботов она отсеивает на белый сайт, а именно самих потенциальных клиентов, которые там хотят купить, к примеру, крем от похудения, либо крем для увеличения и тому подобное, она перенабрасывает на основной уже сайт, потому что основной такой сайт, если залить, он не пройдет. Следующее. Давайте проговорим про связку, про оффер. То есть, что такое связка оффер? Вот, к примеру, у вас есть, ну, давайте предположим, возьмем, у вас есть вот такая подставка под кольца. Обычная подставка под кольца. Это идет ваш оффер. Вы на этот оффер запускаете рекламу. То есть на вот такую подставку под кольца. Из чего состоит связка? Это оффер. Далее это идет креатив. Сам креатив вот данного оффера. Это идет текст и это идет ссылка на лендинг. Вот, соответственно, состоит эта ваша связка. Второе. Где искать такую связку? Это тестировать самостоятельно, отписать в партнерке. Я лично от себя могу порекомендовать 3 партнерки. Это LeadRock, AdCombo и Traffic Light. Вот такие 3 партнерки есть, в которых я лил. Они сейчас на данный момент тоже активны. Мы в них льем, сливаем трафик. Там можно отписать менеджерам, они порекомендуют, соответственно, связки, на которые можно залить. Либо же искать в Adherty, это SPA-сервис, где показывается реклама в Facebook, и там тоже можно поискать связки. Такая пометка, что новички, которые меня смотрят, вот здесь будет пометка, сейчас просто расскажу про нее. Если вам какой-то человек предложит, ну, там, к примеру, Андрей, купил, его зовут Андрей, а вас зовут, там, к примеру, Иван. Андрей пишет Ивану, говорит: Иван, у меня есть связка, которая льется с ROI+, продам тебе за 10 тысяч, заработаешь 100 тысяч поверх. У таких людей ничего не покупайте. Связку вам, которая конвертит, никто никогда не продаст. Это хлеб арбитражника. Связку вам никто не продаст, которая конвертит. В большинстве случаев вас обманут, и вы останетесь ни с чем. Вся связка, она тестирует самостоятельно. Вот мы тестируем самостоятельно. 20 связок с 2 байерами залили, с 20 заходит 1-2 и отливаются на объеме. Вот как-то так. Тесты связок проходят, соответственно, самостоятельно. Они ищутся. Следующее. Связка между запуском рекламы. Что такое связка между запуском рекламы? Это следующее. Это аккаунт, прокси, антик. И далее еще идет, помимо антика, у нас, соответственно, карта. И вот такая связка. То есть первое – это аккаунт, далее это идет прокси.
И следующее, это, как говорил ранее, идет аккаунт, прокси, карта, и вот в целом это все называется связка на запуск. Вот, в принципе, и все это связь между аккаунтом, прокси, картой, антиком и так далее. Вот это идет связка на запуск называется. То есть есть связка по офферу, а есть связка на запуск. Следующее. Поиск крео. Где искать креативы? К примеру, вы запускаетесь, там, предположим, на вот такую подставку, вы же не будете фотографировать ее самостоятельно. У вас, к примеру, нет оборудования, где отфоткать или еще что-то. Вы переходите в SPA-сервис от Hert. Я просто хочу порекомендовать от себя, это не реклама, так как сам его использую. Вы переходите туда, и там много связок. То есть много связок, там и связки можно, соответственно, полить конкурентов и пробовать запускаться на них. Можно искать разные офферы, креативы, там много всего полезного. Шестое, завершающее, это аккаунты. Ребят, по поводу именно аккаунтов. Раньше, вот я расскажу на своем примере, у меня был свой личный аккаунт. Я мог его взять, запустить с него рекламу и лить 2-3 года. И Facebook их не блокировал. Но сейчас аккаунты – это расходники, и Facebook их блокирует. В связи с этим у нас есть магазин расходников, FB Store, как говорил вам ранее, переходите, там много полезного контента. В целом я, Дмитрий, владелец магазина, рассказываем, помогаем. Также у нас чаты есть, ниже ссылочка будет под описанием, там тоже много полезного контента. Там можно приобрести недорогие аккаунты, у нас в FB Store, у нас специально эти люди сидят в офисе фармера, они регистрируют эти аккаунты, они проходят разные этапы проверок, разные этапы подтверждения. И с этих аккаунтов можно запустить рекламу. Всю эту рутинную работу берем на себя мы, вы, в свою очередь, просто берете и запускаетесь по нашим алгоритмам. Вот, в принципе, и все. Я думаю, закрыл большинство вопросов, которые вы задавали. Решил вот такой видеоролик записать с демонстрацией лица своего, чтобы более подробно вы поняли все это, и у вас не оставалось никаких вопросов. Так что, ребят, будут какие-то вопросы, пишите, делитесь этим видеороликом с друзьями, где что непонятно. Я всегда вам отвечу ниже под видеороликом в комментариях. Всем, ребят, хороших, а самое главное, результативных тестов. Всем пока.